Всем привет! В прошлом видео я показывал процесс сборки компьютера. В этом видео мы будем устанавливать на этот компьютер Windows 10. Диски у нас уже подготовлены в этом компьютере. Это SSD на 240 гигабайт, на который будет устанавливаться сам Windows. И HDD на 1 терабайт. Он у нас будет служить диском D, и мы на него перенесем файлы пользователя. Итак, поехали. Вставляем флешку в компьютер с записанной Windows 10 с установочным образом. Включаем и указываем, что нам надо загружаться с этой флешки. Вот наша флешка EFI General USB Flash Disk. Ссылку на ролик со сборкой компьютера я оставлю в описании под этим видео. Если интересно, посмотрите. Так, компьютер у нас подключен к интернету, потому что Windows 10 будет запрашивать оттуда какие-то данные. Так. Тут мы меняем только русский, Украина и жмем далее. Жмем остановить. Так, тут я введу ключ, который у меня есть, и пропущу этот момент. Так, далее мы отмечаем, что мы принимаем условия лицензии. Жмем далее. Жмем установка. Вот, как видно, первый диск это наш SSD, второй это наш HDD. Мы Windows устанавливаем вот на диск 0, на первый диск. Он не размечен. Он просто подготовлен, и один и второй. Таблица разделов у обоих GPT. Создать. Применить. Вот так вот Windows разбивает диск. То есть делает разделы восстановления 500 мегабайт. 100 мегабайт это как раз вот этот раздел EFI. Потом Windows делает какой-то раздел на 16 мегабайт. Ну, я не знаю, зачем он его делает, но раз делает, значит ему нужно. И вот это вот является, то все, что оставшееся место, будет являться нашим диском C. Мы его выбираем. Этот диск мы пока что не размечаем. Мы его разметим потом. Выбираем последний раздел нашего SSD, самый большой. И жмем далее. Ждем, пока Windows установится. Там практически ничего не надо нажимать будет. Я не знаю, буду ли я перематывать этот момент. Посмотрю, сколько он времени займет. По идее, должно все пройти быстро. Так, подготовка файлов для установки практически завершилась. У меня еще не самая быстрая флешка, поэтому она шла, можно сказать, долго. Хотя, в принципе, это недолго. Ждем дальше. Перезагрузка. Сейчас компьютер перезагрузится. Мы выдернем из него флешку. Она уже не нужна.
Сейчас компьютер уже будет загружаться с нашего диска. Компьютер опять перезагружается. Так, а теперь мы не продолжаем, а жмем комбинацию клавиш Ctrl-Shift-F3. Это мы заходим под администратором. Это обязательно сделать до всех манипуляций с компьютером. Сейчас мы будем переносить файлы пользователя, чтобы они у нас были на диске D, на нашем жестком диске HDD, а не на SSD. Сейчас я вам покажу, как это сделать. Итак, для начала нам надо посмотреть, что с нашими дисками происходит. Нажимаем правой клавишей мышки на меню «Пуск», выбираем «Управление дисками» и видим, вот этот первый диск — это наш диск C, а второй не распределен, это диск D. Нажимаем «Создать простой том» правой клавишей на нераспределенной области, создать простой том. Далее, пускай занимает всю область диска. Далее, назначить букву D. Далее, форматировать файловая система NTFS. Пускай будет по умолчанию. Название нам никакого не нужно, метка, быстрое форматирование. Далее. Готово. Ждем выполнения всех операций. Это займет немного. Все, наш диск на 931,51 гигабайта уже готов. Это можно закрывать окно. Можем посмотреть на наши диски. Вот он, наш диск C, это SSD, и D. Так, теперь я вставляю флешку. У меня на флешке записаны два файла. Файл 1 бат мы копируем на рабочий стол сюда, а файл relocate сейчас сделаем так, чтобы были видны расширения, потому что не видны расширения. Вот так вот. 1 бат TXT он называется. А файл relocate XML мы копируем в корень диска D. Вот наш диск D. Прямо вот сюда вот его вставляем. 1 бат TXT мы переименовываем просто в 1 бат. Да. Так, давайте на него посмотрим, что внутри. Внутри вот написано такая вещь. И указан путь D relocate XML. Так, тут все хорошо. Теперь посмотрим на файл relocate XML. Тоже изменить.
Тут тоже все хорошо. Тут главное, чтобы вот здесь вот стояла AMD 64. Если бы у нас была 32-разрядная система, тут бы должно было стоять x86. Вот сюда переместится наша папка D-Users. Будет профиль на диске D. Все, тут тоже все хорошо. Закрываем все. Вытаскиваем флешку. И запускаем файл 1 бат. Но запускаем его от имени администратора. Через правую клавишу мышки запустить от имени администратора. Ждем. Сейчас компьютер перезагрузится и продолжится установка. Но наш профиль уже будет размещаться на диске D. Компьютер перенес, система перенесла профиль на диск D и опять перезагружается. Так, выбираем регион, где мы находимся. Тут будет у каждого свое. Я нахожусь здесь. Раскладку клавиатуры выбираем, ту, которая нужна нам. Это мы пропускаем. Сейчас Windows будет некоторое время обновляться, но обычно не очень долгое время, так что мы подождем. Принимаем лицензионное соглашение. Говорим, что мы будем лично использовать это устройство. Здесь система нас просит войти в учетную запись Microsoft, но мы не будем этого делать, мы хотим иметь автономную учетную запись. Имя учетной записи. Сейчас переключимся на английский. Далее. Пароль. Здесь я все выключаю. Уже установка практически закончилась. Вот, в общем-то и все. Установлена Windows 10. Осталось только ее настроить под свои нужды. Установить программы, которые нужны уже конкретному пользователю. Так, ну посмотрим. Обновление. Посмотрим дополнительные параметры.
Здесь я меняю вот на это. Тут я ставлю галочку. Тут я убираю. В принципе, на этом все. Настройка Windows под себя — это уже тема другого ролика. Скорее всего, я это делать не буду, потому что это очень индивидуально. Каждый ставит те программы, которые нужны ему. Так мы увидели сборку компьютера с нуля, которая была в предыдущем ролике, и установку на этот компьютер системы Windows 10. Ссылку на файлы, которые я использовал для переноса пользователя на диск D, сейчас давайте вот посмотрим. Ссылку на эти файлы я оставлю в описании под этим видео. Просто видите, папка, вот этот файл можно уже удалить, relocate, он нам не нужен. Папка пользователя у нас находится на диске D. Все, на диске C у нас чисто стоит сама система. На эту сборку драйвера, по-моему, устанавливаться автоматически. Ничего не нужно доустанавливать, да, нету никаких желтых знаков. Так что установку Windows можно считать законченной. Подписывайтесь. Всем спасибо за внимание. Всем пока.